Так, всем привет, друзья! Вы на канале Своими ручками. Кто первый раз на канале, сразу подписываемся и ставим лайк. Сегодня быстренько эту тему рассмотрим. Почему появляются запахи неприятные в квартире, а то бишь канализации и вашими прелестями. Вот смотрите, мы сняли унитаз, наглядно показываю. Одели пленку полиэтилен, но ее туда подсасывает. Видите, отпускаю, а она туда ее засасывает. Это говорит о том, что вентиляция фановой трубы работает качественно. Ну, унитаз сняли, у нас даже запахов никаких нету. Ее туда стремится все засосать и на улицу. Как это работает и почему появляются запахи в квартире. Вот смотрите. Допустим, у нас многоэтажка, несколько этажей. Идет труба. На каждом этаже у нас отвод. Ну, вот такой вот, канализация идет, унитаз. Ну и также идет отвод, там, допустим, какой-нибудь на раковину. Вот нарисуем здесь. И мы знаем, что у каждой раковины есть вот такой вот гидрозатвор. В нем вода стоит, чтобы запахи не попадали у нас в квартиру. Что происходит? Сейчас очень часто и очень модно жители пятых этажей, делая ремонт, ну, видя, что труба идет через все квартиры, уходит потом на пятом этаже куда-то на чердак, зачем она нафиг нужна, отфигаривают ее, сделают красивый ремонт в туалете, все прекрасно, все четко. Но что происходит? На чердаке у нас, получается, стоит вытяжка грибов, там, вентиляция вот этой всей трубы, эта труба у нас канализационная, и также она вентиляционная, она создает вентиляцию канашки. Они отчекрыжили здесь. Ситуация следующая. Какой-то дядька на каком-то этаже смывает с унитаза свои прелести, а это получается всякие там от 3 литров до 6 до 10 литров, в зависимости какие унитазы. Создается тут типа пробки, представляете, 6, 7, 10 литров летят вниз. Принцип получается шприца, это летит вниз, здесь создается везде разрежение в трубе, как бы подсасывает. Так как у нас тут перекрыто, с воздухом у нас открытое, с атмосферой уже теперь сочленения никакого нету. Прекрасные соседи нам это все отфигачили. Получается вот это разрежение, значит где-то нужно подсоснуть воздуху. Что происходит? Вот этот гидрозатвор на каком-либо из этажей стоит. Или на раковине, или на ванной, или на каком-то там, на душевой. Самый слабый, самый маленький какой-то есть на каком-то этаже. Из него воду оп и высосало. Высосало, соответственно, когда эта вся фигня вниз упала, все нормализовалось, запахи начинают переть в разные стороны, здесь гидрозатвора нет, и он через сифон фигачит вам в квартиру. И вы нюхаете, понять не можете, почему у вас воняет канализацией. Вот проблема в этом первая очередь. Если здесь было бы открыто с атмосферой, у нас получается не было бы разрешения, просто бы засасывался воздух с атмосферой. Когда этот типа а-ля клапан упал у нас вниз, поршень, назовем его, не клапан, все нормализовалось, и она начинает работать как вытяжка. Все прелести выходят в воздух наверх. И даже если где-то не герметично в каком-то месте, оно наоборот с квартиры будет подсасывать этот воздух и туда уходить, а не давить обратно в квартиру. Что делать? Стиснув зубы, берем, идем на 5-й этаж, вызываем милицию с собакой, ломаем двери, ломаем зубы соседу на 5-м этаже и потом разбираемся с этой трубой. Заставляем все вернуть в первоначальный вид. Все. Эта труба, это считается общая труба многоквартирного дома. То есть она не частная, ее трогать в принципе вообще нельзя. Вот то, что вот трубы, вот эти вот соски по квартире пошли, с ними можете изгаляться кто как хочет. Ну, свое усмотрение. Центральные трубы трогать нельзя, переделать нельзя, только по генплану, по планировке. Ну, то есть, короче, никто не разрешит это делать. Все. Вся проблема в вашем соседе в 5-м этаже. Ставим лайки, пишем комментарии, ребята, пишем вопросы. Всем пока.